В этом ролике мы поговорим о загадках Австралии и самой главной тайне этого удивительного континента, об австралийском заборе, который идет многие сотни километров через весь материк. Сегодня я подготовил для вас обобщающий материал о тайнах австралийского континента и его забора, который вот уже несколько десятилетий ставит в полный тупик исследователей аномальных явлений. Я подобрал для вас уникальные фотографии из Австралии, современные и старинные, на которых изображены гигантские хищники и насекомые, которые некогда обитали и, возможно, продолжают обитать исключительно на австралийском континенте. Возможно, ответ на загадку забора Австралии кроется именно в этих снимках. Вероятно, забор Австралии каким-то образом защищает доисторический заповедник, где пышным цветом растут гигантские растения и обитают гигантские животные и насекомые. Впрочем, вопрос пока остается открытым, но перед началом подпишитесь на канал и поставьте лайк. Что конкретно спрятано за австралийской стеной? Уже на протяжении долгого времени среди сторонников теории заговора и исследователей аномальных явлений повышенный интерес вызывает стена в Австралии, протянувшаяся через весь континент. Власти объясняют ее возведение защитой фермерских угодий от расплодившихся кроликов, но любители тайн и загадок сильно сомневаются в этом. Если назвать Австралию страной самых длинных заборов, то ошибки здесь не будет. Дело в том, что там все окружено оградами. Не только дворы и фермы, но еще и леса, поля и даже реки. Кроме того, весь континент с юга на север пересекает самая протяженная в мире стена. Ее длина превышает длину Великой Китайской стены на 600 километров. Впрочем, стеной это строение можно назвать лишь с большой натяжкой. В реальности это очень длинный металлический забор с колючей проволокой поверху, находящийся под наблюдением специальных военизированных патрулей и кое-где даже под высоким напряжением. Считается, что эта стена должна охранять сельхозугодия от невероятно расплодившихся кроликов, собак динго и одичавших кошек. Первоначально забор Австралии представлял собой примитивную ограду из досок, палок и камней. Но доски поедали термиты и ломали вездесущие кенгуру. В итоге было принято решение построить металлический забор. За 6 лет с 1901 по 1907 год он протянулся на 3 с лишним тысячи километров. Дикие собаки динго буквально вырезали целые отары овец. Возведением первого забора для защиты от них занялись в 1901 году. Тогда забор Австралии перегородил весь юго-запад страны. В 1960-е годы оба забора объединили в один.
протяженностью 5323 километров и средней высотой 1,8 метров. На некоторых его участках был даже пропущен электроток, а периметр патрулировала вооруженная охрана, перемещавшаяся на джипах. Есть еще одна небольшая ограда, разумеется, небольшая по меркам этого континента. Это 44-километровый забор, окружающий территорию национального заповедника Нью-Хейвен и предназначенный для защиты его обитателей от одичавших кошек. Официальная причина постройки этих заборов выглядит логично. Тем не менее, поклонники теории заговора предложили свои версии развития событий вокруг австралийской стены. На содержание кроличьей стены в Австралии ежегодно тратится около $7 миллионов. Но приверженцев теории заговора удивляет еще и то, что высота этого фортификационного сооружения кое-где доходит до 6 метров, а местами еще и находится под током. Неужели кролики и дикие собаки динго столь велики ростом? Что от них нужно защищаться таким серьезным способом? Но и это еще не все. Туристам, журналистам и просто любителям экзотики находиться на изолированной территории за колючей проволокой строжайше запрещено. Ослушавшихся ждет штраф, а злостных нарушителей – тюрьма. Можно послать в страну кроликов квадрокоптер, но его тут же собьют патрули. При этом Австралия – самый неизведанный континент, и на нем до сих пор есть белые пятна. Это объясняется тем, что его открыли только в XVIII веке, и долгое время он представлял собой место каторжной ссылки для осужденных в Великобритании преступников. Если обратиться все к тем же преданиям аборигенов, можно найти описание целого ряда чудовищ, обитающих в пустынях и озерах Австралии. Местные жители утверждают, что в реке Мюррей, протекающей на юге материка, водится монстр Мулджеванг. Это популяция гигантских рептилий, способных утаскивать на дно целые корабли. Кроме того, в пустынях центра и юга Австралии водится йоуи. Так аборигены называют человекообразное существо, известное в Европе под именем Снежного человека. В Квинсленде ему даже поставили памятник, а этнографы прошлого не раз пытались найти место обитания этих таинственных существ.